Привет, это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. Если градус правды повысится, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен. Итак, поехали. Когда наступит конец доллара? Лично у меня наступит, когда я последний потрачу. А вообще, да не знаю. Может, когда-нибудь и наступит. Все же в мире меняется. На его место придет что-нибудь другое. Главное к этому моменту не сидеть в комнате с долларами. Бедный Скрудж Макдак. В какую партию ты бы вступил? Конечно, в какую-нибудь запрещенную. Явно за какое-то хорошее дело они выступают, раз их запретили. Хочется иногда клубнички. Надеюсь, речь про ту, которая с огорода. Нет, не хочется. Про ту, которую с огорода. Победа или честность? Вопрос серьезный. Я как-то раз, поскольку этот праздник счастья бывает только раз, писал выпускной экзамен по математике и испортил показатели класса. Меня заставили его переписать. Как переписать? Мне дали тетрадь моего одноклассника, с которой я должен был все переписать. Мне пришлось смириться с этой участью. Я, конечно же, все переписал. И тогда учительница вышла и сказала: Андрей, вот так вот в жизни ничего у тебя не получится. И тогда я понял, это урок. Потому что, глядя на дальнейшую жизнь, я понял, что только так все в жизни и получается. К сожалению. Нет, я не за победу, я за честность. Хотел бы прокатиться на «Титанике». Письмо от доброжелателя. Видимо, от моей учительницы математики. До определенного мгновения хотел бы. В принципе, круизные поездки, мне кажется, это что-то такое прикольное. Хотя я где-то там по Балтийскому морю передвигался. Вспомню бы, что там еще было. У тебя есть враги? Личных нет. Публичные имеются. Наверное, для того, чтобы наживать врагов, нужно в какую-то конфронтацию с кем-то входить, в такую жесткую. Но эта жизнь в кольце врагов, она не про меня. Я могу ее нарисовать, чтобы так мобилизоваться, но это ненадолго. Может, на тренинг какой сходить надо? По врагообразованию? Чему должна научить школа? Как пить и не пьянеть? Читать, писать, считать, вспоминая математики, думать и говорить. К сожалению, не всегда это получается у школы. А жаль. Хочешь к нам на яхту? Письмо с «Титаника». Надеюсь, не мыть эту яхту. Я как-то поехал по приглашению на яхту, и она оказалась парусной. И это оказалось не наливать розе, поглядывать на острова, на морскую синеву. Нет. Это выслушивать мат, биться головой о мачту и ненавидеть все вокруг. Уточните, пожалуйста, что за яхта. Кто ты из мушкетеров?
Ну, я долго мнил себя Атосом. Мудрым Атосом. Иногда склонялся к версии развратного Арамиса. Но когда-то наступали периоды в жизни, когда я был откровенным Портосом. Я не читал книгу «Три мушкетера», я все по фильмам, типажи разбирал. Так что там на самом деле было, я не знаю. Вопрос от звезды. И поскольку собираешь? Ах, главный вопрос, поскольку собираем. Для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало. Определил, кто я, пусть буду Атосом. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и звоните в колокольчик.